Доброго дня, добрые люди! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Кристина, и в этом видео мы вместе с вами полистаем третий выпуск журнала Бурды за 2023 год. Как я уже упоминала в предыдущем видео, большие размеры, как и детские размеры, из журнала исключены, собственно, как и размеры на низкий и высокий рост, что считаю своей личной трагедией, потому как я высокого роста. Нигде не нашла упоминания, будут ли отдельные выпуски на низкий и высокий рост. Есть только упоминание, что большие размеры будут выходить отдельным выпуском 4 раза в год. Большие размеры — это с 44 до 60 европейские размеры. Ну а теперь к выпуску. Так, смотрите, обложка у этого выпуска более весенняя, хотя очень бледная. Весной обычно хочется ярких цветов, насыщенности. Но у редакторов, видимо, другое мнение и другой посыл. И сразу к коллекциям. Первая из которых посвящена неону. Неон, однажды войдя на подиум, и до сих пор не собирается их покидать. Он всегда в каком-то количестве, вот уже несколько лет, присутствует. И этот год, собственно, не исключение. Первая модель этой коллекции — жакет косуха. Я бы так назвала эту модель, из букле. Подобные жакеты уже были в той или иной интерпретации в предыдущих выпусках, а это еще один из вариантов такого вот укороченного жакета. Укороченный жакет — это сейчас тренд, поэтому еще один вариант может пригодиться. Эта модель не совсем проста в исполнении, но и сложно ее не назовешь. Что нравится в этой модели, так это то, что она из-за своих рельефных швов спереди, сзади плотно садится по фигуру и, подчеркивая талию, создает женственный силуэт. То есть с этими рельефными швами можно прям хорошенечко приталить этот жакет. Карманы тут не предусмотрены, но при желании их можно добавить в рельефные швы, например. Накладные карманы, наверное, здесь бы не смотрелись. Рукав двушовный, снизу на молнии, и косая двубортная застежка тоже на молнии спереди. Ну и воротник-стойка. А край борта и низ рукавов тут отделаны декоративной лентой с неоновыми элементами узора. Такая отделка может напомнить прием Шанель. Это они у нас любят декорировать свои изделия цепляющими взгляд лентами. С брюками такой жакет меня не воодушевляет, как вот здесь в образе, а если его нафантазировать, например, с платьем, с каким-либо таким нежным платьем или юбкой, то картинка становится более интересной. Вот как раз, например, вот с этим платьем. Мне кажется, бы та куртка косуха, или как мы ее назвали, жакет косуха, смотрелась бы интереснее. Оба эти изделия в одной цветовой гамме, в одной теме и могли бы хорошо смотреться вместе. Это платье с открытыми плечами выполнено из хлопка в мелкую полоску. Кстати, полоски по рельефным швам полочки тут отлично совмещены, насколько это возможно. Я тут просматривала поближе все немножко. Это, наверное, один из занимательных моментов работы с полоской, с клеткой. Сначала раскрой, потом совмещение линий. Такая вот своеобразная медитация. Можно сравнить со сборкой пазлов, наверное. Так, само платье. Отрезное по линии талии, рельефные швы спереди и сзади, по спинке молния, а юбка — это прямоугольник на сборке. Верх платья продублирован полностью подкладкой. Все. Пояс украшен декоративной лентой. Вот такие вот открытые плечи активно сейчас участвуют в показах. Не назову это трендом, но некая вот такая тенденция прослеживается. А одно встретилось даже точно с такими же рельефными швами по полочке. Так, рядом платье из поплина с мелким узором, интересным элементом которого является конструкция верха полочки. Тут и вырез, такой разрез, и перекрученная деталь, что нашло отображение на подиумах в разных вариациях. Можно и проследить и перекрученности, и вырезы. Все это присутствует. Это платье прямого кроя, цельнокроенный рукав на резинке и выточки по груди. Все. Простое платье с изюминкой. На мой взгляд, можно шить из любых материалов, которые смогут мягко улечься вот в это вот скручивание по горловине вот здесь. Следующая страница открывает нам вид на худи. Худи тоже укорочено, как и все модное и актуальное. Здесь рукав реглан,
капюшон из 2 деталей и карман кенгуру. Никаких подвязов, никаких манжетов. Здесь низ изделия и низ рукавов просто подогнуты и подшиты специальной строчкой. Если хочется обычную длину, естественно, можно это все дело удлинить и перенести карман. Или же, если не сильно удлинять, то продлить карман нужно будет. Рядом мы видим с вами куртку из непромокаемого материала, который называется soft shell. Ее можно тоже назвать курткой-косухой, и это такой оверсайз вариант, потому как образы оверсайз по-прежнему остаются и используются наряду с приталенными образами. Это модель со спущенным плечом, рукавом с молнией по низу рукава, воротником стойкой и фигурными швами спереди и сзади. Кстати, в которые в швы, я имею в виду, можно вполне внедрить и карманы. Я вообще считаю, что куртка без карманов менее удобная, нежели такая же, но с карманами. Поэтому в каждый жакет, в каждую куртку пытаюсь нафантазировать, домоделировать хотя бы мысленно карманы, куда бы можно было их вставить. Так, еще к слову об этой фигурной конструкции. Ее можно использовать для создания контрастных деталей. Будет ли это утилизация остатков ткани или творческий порыв, неважно, результат будет один. Такое субъективное и неповторимое прочтение вот данной выкройки. Дальше у нас идет, что тут у нас идет? Блуза рубашечного кроя из вискозы. Это тоже дань оверсайзу. Здесь опять же спущенное плечо, довольно широкий крой, но при этом и нагрудные выточки присутствуют. Кокетка по спинке, и там же заложена складка для еще большего объема. Фигурный низ и разрезы по бокам. Планка здесь цельнокроенная и воротник стойка без отложной части. Такую вот длинную рубашку можно сшить в паре с юбкой и носить дуэтом, как это показано на подиуме. А дальше жакет-рубашка из хлопка. Ее определенно можно носить и как жакет, и как самостоятельную рубашку, укороченную рубашку такого объемного силуэта. А если шить из денима, то это будет полноценная куртка. Здесь мы видим отложной воротник на стойке, выточки по груди, накладной карман и рукав с манжетой на пуговиц. И как вариант тут предложен образ из брюк и жакета из одного материала, что смотрится действительно интересно и не избито. Не приелись еще вот такие образы. Ну, дальше и рассмотрим эти брюки. Это брюки классического кроя со стрелками, карманами с подкройным бочком, приточным поясом на пуговице и молнией с гульфиком спереди. И рядом юбка из денима на застежке с кнопками спереди, с гигантскими накладными карманами, когда и стилю карго, и стилю сафари. Если не брать во внимание отделку пояса декоративной контрастной лентой, то вполне можно эту юбку отнести к вот этим двум стилям, кому как нравится. И если сшить эту юбку и жакет из одной ткани, то можно получить образ с подиума. Бурда даже принт похожий использовали. Ну, редакторы использовали. Так, а мы продвигаемся с вами дальше и видим еще один мягкий, уютный жакет из букле. Эта мягкость, конечно, и благодаря выбору ткани. Букле такой он весь обволакивающий, создает образ, но и спущенное расслабленное плечо тоже играет в этом свою роль. Нежный рукав в 3/4 со сборкой по окату, горловина тоже без резких движений. Прям ложится плавной такой округлой линией вокруг шеи. И лишь огромные накладные карманы, как будто вообще не из этой оперы. Но они тут играют свою роль приправы, я бы так назвала. Без них было бы все слишком приторно, все слишком сладенько. А они вот добавили кислинку, перчинку, изюминку, кому как нравится. В общем, такой незамысловатый жакет. И завершающим аккордом неоновой коллекции является дуэт. Дуэт топа и юбки из серсакера в клетку. Топ имеет интересную конструкцию, как вы можете видеть по техническому рисунку. Спереди горизонтальные нагрудные выточки от середины, сзади талиевые выточки и акцентная, прям активная молния сзади в качестве застежки. Цельнокроенный воротник стойку создают детали спинки,
полочек и рукавов реглан. И весь топ полностью продублирован подкладкой. А юбка из этого дуэта не так замысловата, как топ. Здесь 6 деталей кокетки, в швы стачивания которых заложены все выточки, молния в боковом шве, и венчает это все огромная рюш, которая по сути и является юбкой. Интересно, что подобные конструкции тоже присутствуют на подиумах, хотя до этого я таких юбок не встречала, не замечала. Дальше, что у нас тут? Примеры создания образов с жакетом из букле. Повседневный образ мы тут видим, вечерний образ и образ для офиса. Можно вот так использовать этот жакет. Дальше идет подробный мастер-класс в картинках на юбку 112. Это та, которая из денима с огромными накладными карманами. И следующая трендовая коллекция, посвященная блистательному или как блестящему эффекту. Так как в этом году на подиуме активно эксплуатируются образы с блестящими элементами гардероба, то и бурда не обошла эту тему. Здесь мы видим платье из вискозы и детали из материала с пайетками. Оно как отсылка к подиумному варианту. Этому платью можно также добавить блестящую отделку по низу платья. Мне кажется, такая отделка его не испортит. Эта полоска блестящая снизу только дополнит и подчеркнет вот эти перекрещивающиеся линии. Так, платье за счет своего кроя мягко повторяет линии женских изгибов. Блестящая же отделка в противовес напоминает чем-то грубую мужскую портупею. И рукава со сборкой по окату опять говорят о мягкости, о женственности. Такое вот интересное сочетание, интересное и неоднозначное платье. Конструктивно пару слов. Здесь есть выточки по груди, сзади талиевые выточки по спинке и по юбке, молния в среднем шве спинки, и юбка здесь кроится по косой. И в журнале есть мастер-класс по пошиву платья, которое основано на этой выкройке. Оно немножко переделано, но принцип остается тем же. Дальше идет элегантное нежное платье из вискозы с эластаном. Платье конструктивно интересное. Здесь нагрудные выточки ушли в швы, которые проходят по диагонали по полочке. Талиевые выточки в юбке, по юбке ушли в боковые швы. Сзади по горловине тоже есть выточки. Молния в среднем шве спинки и средней толщины, такие не широкие, не тонкие бретели, которые украшены камнями Сваровски. Такой вот маленький, изящный, блестящий элемент добавили платью. На подиумах тоже наблюдаются такие прямоугольные вырезы на бретелях. Этот прием бурда решила подметить и дать нам возможность помодничать. Рядом юбка из кожи, это не эко-кожа, здесь юбку сшили из кожи с блестящим напылением и с застежкой на кнопках спереди. Довольно простая конструкция, мы ее уже обсуждали ранее, там были огромные накладные карманы. Единственное, если вы хотите сшить эту юбку не из кожи, то от горизонтальных швов можно вполне себе без последствий отказаться. Здесь юбку разделили на мелкие детали по причине того, что кожа чаще идет не крупными кусками, а если брать большой метраж, то и большие детали поместятся вполне в метраж. Но можно взять и эко-кожу и оставить эти швы, имитируя детали из кожи. Далее идет блестящий укороченный вот такой плащ из нейлона. Сразу скажу из личного опыта, что подобный плащ очень сильно притягивает внимание. Около 2 лет назад я шила подобный блестящий плащ, и каждый раз, когда я надеваю его, я замечаю активное внимание со стороны. Хотя на другую одежду такая более спокойная реакция. Свой плащ я шила из точно такого же материала, только я добавила подкладку и мой материал с золотым отблеском. Так, этот плащ нашел отображение и на подиуме. Хотя тут надо разобраться, конечно, где чье отображение. Но в любом случае на подиумах все сверкает, и иногда даже похожие элементы одежды встречаются. Конструктивно плащ основан на предыдущей куртке-рубашке. Здесь добавлена длина и застежка на кнопках. Там у нас была застежка на пуговицах, здесь приделали
на застежку на кнопках. Опять хочется сюда добавить хотя бы накладные карманы, хоть ткань совсем невесомая, и предметы в карманах могут сильно перекосить плащ своим весом. Но карманы все равно я бы пришила, чтобы хотя бы руки туда просто засунуть. Ну как без карманов жить, я не представляю. Следующая модель — это топ с баской на основе платья без рукавов, которое мы ранее с вами рассматривали. Это топ полностью на подкладке. Здесь он больше, наверное, такой деловой и официальный для людей со своим собственным стилем, со своим собственным вкусом. Не могу я его назвать таким уж прям трендовым. А рядом рубашка, которую мы видели ранее из вискозы, но уже эта рубашка в блеске и в сиянии. Этот вариант мне нравится больше, чем из белой вискозы. Ну, это, наверное, потому что я просто люблю все блестящее, блеск, переливы, это вот все мое. Вот такую рубашку я бы точно сшила, только, наверное, добавила бы отложной воротник. Люблю я такие острые детали в виде отложных воротников. Далее идет джемпер из тонкого вязаного полотна с петлей на шее. Петля на шее, да? Конечно, звучит страшно, но на деле все смотрится довольно симпатично. Такие петли в этом сезоне тоже можно встретить на модных показах. Меня немного смущает, как сидит модель на модели, модель на модели, да? Вот здесь вот немножко тянет всю конструкцию, хотя, может, просто нужно все поправить, и оно сядет на самом деле как надо. Не знаю. Смущает, в общем, это посадка. Рядом широкие прямые брюки с разрезами по бокам из лиоцелла. У брюк приточной пояс, косые боковые карманы, выточки сзади и молния в боковом шве. А разрезы внизу по брючинам оформлены по типу оформления шлицы на пальто. Передняя половинка брюк заходит на заднюю половинку. Такой способ более основательно выглядит, нежели просто простые вот разрезы. Такие брюки могут быть брюками на все случаи жизни, особенно если эти разрезы исключить, будут базовые брюки. А с разрезами это вот такая изюминка гардероба. Топ на следующей странице мы встречали. Ну, мы встречали такую конструкцию, но тут его исполнили из ткани с пайетками, да еще и с узором в клетку. Это тот случай, когда выбор материала прям сыграл главную роль. И здесь в описании сказано, что у Бурды на канале есть видео о работе с материалом с пайетками. Ссылку на их канал я оставлю. Я не знаю, найду ли я это видео по обработке материала с пайетками, но ссылку на их канал я оставлю. Вы можете сами у них там поискать. Это довольно молодой канал, там немного видео. Думаю, несложно будет найти это видео. Так, следующее. Что у нас тут? Коллекция. И заключительная коллекция этого выпуска посвящена новой романтике. Открывает коллекцию куртка из денима с очень практичными элементами в виде больших и удобных накладных карманов с клапанами. Верхние клапаны имеют декоративную функцию, это не карманы. Эта куртка больше про утилитарность, про повседневность. Конечно, имеет огромное значение и выбор ткани. Можно сшить блестящую куртку, это будет вау, такой элемент гардероба, но крой все равно понятный, практичный, как ни крути. Такую куртку можно сшить из блестящих тканей, как я уже упомянула ранее, и это будет эффектно и про тренды. И из более спокойных тканей с понятным цветом, тогда это будет просто повседневная одежда. Далее идет юбка в миди длине из хлопка. У нее очень интересная конструкция. Верх юбки, то есть кокетка, такая же, как у юбки с рюшей из неоновой коллекции, а сверху на эту основу наложена драпировка из деталей, выкроенных по косой. То есть драпировки никуда не сползут, они мягкие, слегка растяжимые, движения не сковывают, и при этом они надежно закреплены на кокетке. Ну и по низу юбки разрезы по бокам и молния в боковом шве. Вот такая классная юбка. Нечто похожее можно и на модных показах встретить. Вот я нашла такое платье. Так, а рядом
у нас джемпер из трикотажа с запахивающейся конструкцией на завязках. Как сейчас стало модно, судя по фотографиям с показа, много вот таких вот завязок вокруг тела, что-то менее открыто, что-то менее закрыто, но суть одна, надо вот так себя обвязать. Топ от бурды мне нравится больше всего из этих вариантов. Наверное, это из-за степени его закрытости. Здесь довольно лаконичный вырез. Все закрыто и все очень плотно держится из-за того, что это трикотаж. Хотя узел спереди выглядит, конечно, так себе. Тут можно и нужно что-то докумекать. Например, завязать эти завязки сзади или сместить узел в бок, учитывая при этом размеры завязок при раскрое. Ну, одна должна быть длиннее, другая короче. Ну, в общем, это, конечно, и так понятно. А так этот топ меня очень привлекает. Далее ветровка из нейлона. Наверное, такие конструкции мы в 90-х и называли анорак. Когда короткая вот молния, надевается все через голову, но при этом это верхняя одежда. Анорак нынче в моде, собственно, как и стиль 90-х. На показах в этом году мелькали ветровки, которые вот так полностью не расстегиваются. Так что бурда тут вовремя подсуетилась вот с этой выкройкой. Судя по конструкции выкройки, молнию будет сшивать несложно. Да и в целом тут сложности нет. Нужно будет только время на пошив этой модели. Можно будет не только ветровку по этой выкройке сшить, но и оверсайз худи из трикотажа. Получится теплая, удобная вещь. Ну или как модный вариант ветровку все-таки добавить в свой гардероб. Так, ну а рядом у нас пуловер из тонкого вязаного полотна с V-образным вырезом по горловине и неровным низом изделия. Я уже вижу этот пуловер на себе в спортзале. Не уверена, что будет удобно все это поднимать, делать какие-то упражнения, с гантелями заниматься, но зато все прикрыто. Но надо еще подумать, уместен ли будет такой элемент одежды в спортзале. Это я так в порыве сейчас хоп и прилепила этот образ себе в спортзал. Так, дальше идет платье на базе выкройки платья с пайетками. Здесь только рукав другой, более пышный, более воздушный, со сборками по окату и резинкой по низу. Такие пышные рукава, конечно же, актуальны. Они с нами давно и, видимо, надолго, но мы не против, собственно говоря. На следующей странице идет топ по мотивам уже другого платья, которое мы видели ранее. Топ сшит из хлопка с очень красивым узором. Конструктивно полностью повторяет линии платья, и лишь длина у них разная. А на соседней странице этот топ соединили с предыдущей юбкой, и получился вот такой отличный трендовый образ. Тут и драпировки, и вырезы, разрезы вот эти, и пышные рукава, еще и все из хлопка, что для жаркой погоды будет в самый раз. Дальше идет платье из вискозы с застежкой на пуговицах спереди, рукав реглан, снизу по рукаву манжет, у платья прямой крой, кулиска с продетой в нее резинкой по талии и треугольная кокетка по полочке. Если хочется добавить акцент этому платью, можно треугольную кокетку выкроить из ткани компаньона, как это уже воплотили дизайнеры. Я вот у них подсмотрела в показах на осень и делюсь с вами этой фотографией. Рядом вид сзади ветровки, которую мы с вами уже обсуждали. Очень удобно, что тут есть кулиска со шнурком по низу изделия, чтобы не задувало. Так изделие и оправдывает свое название, собственно говоря. А заключительным аккордом этой коллекции являются брюки кирпичного цвета из хлопка на высокой посадке. Несмотря на то, что направление посадки сейчас стремится вниз, высокая посадка все же удобна и вряд ли когда канет в лету. Обычно удобные элементы хорошо приживаются и остаются с нами надолго. Здесь приточной пояс с интересной застежкой на полукольцах. Карманы с подкройным бачком, сзади выточки. Кстати, вот такие брюки, я думаю, можно вполне себе сшить и из денима. Словом, повседневные, утилитарные и удобные брюки. Дальше идет мастер-класс в картинках по пошиву платья 101.
и классический блейзер из шерсти с лацканами из сатина. В целом он напоминает мужской силуэт, но при этом присутствует и некая приталенность с намеком на женственность. Воротник здесь на стойке, заостренные лацканы, двушовный рукав со шлицей на пуговицах, прорезные карманы с клапанами, рельефные швы и дополнительные выточки по полочкам. Но самое интересное — это детали. Эти сатиновые лацканы, обтянутые пуговицы, изящные клапаны с обтачкой и косой вот этот вот борт. Все это и говорит об утонченности, о вкусе. На подиумах дизайнеры вовсю эксплуатируют образы с черными блейзерами, с заостренными лацками, что неудивительно, потому что такие сочетания всегда беспроигрышны. Хотя и в белом. С белым цветом, например, такие линии тоже вполне сочетаются и гармонируют. Так, ну а дальше уже анонс на апрельский выпуск, который мы с вами уже коротенько посмотрели на ютубе и даже уже обсудили и полистали в Телеграм. Но полномасштабный разбор апрельского номера я уже начала готовить, я уже начала искать картинки. Так что встретимся с вами еще за обсуждением и апрельского номера обязательно. Из этого выпуска я ничем не вдохновилась, мне либо такое не надо, либо я такое не ношу, либо меня что-то смущает в модели, либо же у меня такое уже есть. Но тут есть из чего выбрать, есть тренды, есть интересные модели, поэтому оцениваю этот выпуск на 7 из 10. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь, ставьте пальчики и увидимся в других моих видео. До новых встреч, пока!